Это остров Эпштейна. А это фотографии симпатичных девушек на нем, которые потом подверглись сексуальному рабству в возрасте 12-17 лет. Я расскажу вам историю самого жуткого острова, который в свое время посетили многие мировые звезды. От принца Эндрю до президентов США. Безумное место, где торговали детьми и устраивали с ними настоящие оргии для тех, кто имеет деньги. Что стало со всеми этими людьми и как живет остров сейчас, я расскажу в конце. Как начиналась эта драма. И начну с самого начала. Красавицы на фоне райских пейзажей даже не подозревают, куда они попали. Коралловые рифы, лазурные волны, безмятежные улыбки на фото из отпуска. Казалось бы, идеальная картина. Но за этими кадрами скрывается ужасающая правда о частном острове Джеффри Эпштейна. Фотографии, показанные в Нью-Йоркском суде, умалчивают о мрачной реальности острова педофилов, живописного уголка в Карибском море. Согласно показаний, девушки попросту не понимали, куда они попадают. Их вербовали через модельное агентство, сулили великолепную карьеру, а потом предлагали небольшое путешествие. Мол, будет светское мероприятие, а девушки должны наполнять место своей красотой. И первый вопрос у меня: как они туда попали незаметно? Доставляли их всех яхтой или вертолетом, которые принадлежали Джеффри Эпштейну. На этом острове был настоящий тюремный лагерь с люксовыми интерьерами. Молодых девочек фактически держали в сексуальном рабстве. Эпштейн и его дружки-извращенцы устраивали грязные игры. Многих вербовала Глисон Максвелл, светская львица, чье имя было на слуху у большинства рекламных и модельных агентств. Она искала тех, кто был уязвим, обещала золотые горы, ослепляла своим богатством и властью, а потом отправляла на остров, где отбирались паспорта, и девушки оставались без возможности связаться с внешним миром. Генеральный прокурор Виргинских островов признал факт торговли людьми. Когда правда вскрылась, выяснилось, что некоторые пленницы даже пытались спастись, переплыв в Карибское море. Разумеется, безуспешно. Девушек быстро вылавливали на катерах и возвращали обратно. Но самое жуткое, что пугает лично меня, этот остров все равно привлекал VIP-гостей, даже во время скандалов. Принц Эндрю, Наоми Кэмпбелл, Кевин Спейси и многие другие. Все они, конечно, отрицают свою причастность к этим ужасам. Но про всех этих людей расскажу чуть позже. Как отель. Пока давайте покажу, в каких условиях там жили. Гости прилетали на Сент-Томас на своих шикарных частных самолетах, а затем пересаживались на черные вертолеты Эпштейна, чтобы долететь до самого острова. Как только они там оказывались, начиналась бесконечная вечеринка. Ну или скорее кошмар. Смотря с какой стороны взглянуть. Все их капризы исполняли около 70 человек персонала, от садовников до дежурных капитанов лодок. Все носили стильные черные и белые поло и давали клятву о сохранении тайны. Как в 5-звездочном отеле, где никто не платит, вспоминает один из сотрудников. На острове было все, что душе угодно. Пляжи, пальмы, бассейны, даже теннисный корт. Но самое страшное – это какой-то звуконепроницаемый храм на скалистом выступе. Звучит как-то зловеще, правда? И все это на острове, который в принципе недосягаем для чужих глаз. Папарацци сюда не могли попасть. Везде дежурила охрана, даже были системы берегового контроля. Как военная база. Правда, вещи тут происходили даже похуже. Жертвы. Вы спросите меня, что с жертвами? В материалах дела описывается, что маленький Сент-Джеймс был частью мировой сети, где жертвы секс-торговли отправлялись в разные уголки мира. Самое страшное, что среди них были дети всего лишь 12 лет. Запертые на острове, где Эпштейн контролировал все контакты с внешним миром, девушки переживали ужасные моменты. Одна 15-летняя шведка рассказала, как в 2005 году у нее забрали паспорт и телефон, а затем принудили к сексу с мужчиной, которому было сильно за 50. Да уж, она пыталась бежать, но ее поймали. Еще одна жертва, Сара Ренсом, которую заманили в возрасте 22 лет, передала фотографии в суд. На них девушки улыбаются, словно наслаждаются отпуском, еще ничего не понимая. Ренсом говорила, что Эпштейн насиловал ее до 3 раз в день.
Она тоже пыталась сбежать, но была поймана. Генеральный прокурор Виргинских островов Денис Джордж в 2020 году сказала: «Не забывайте, что он владеет целым островом». И это была не та ситуация, когда можно было просто сбежать. Одна из жертв рассказала CBS News, что ее изнасиловали прямо в офисе Эпштейна, и что в его спальне на Литл Сент-Джеймс у кровати был пристегнут пистолет, чтобы девушка лишний раз не брыкалась и выполняла все прихоти. Принц Эндрю. Но кто пользовался услугами этого детского борделя? И тут я вас удивлю. Принц Эндрю не брезговал окунуться в атмосферу праздника на острове Литл Сент-Джеймс. Представьте, только по имеющимся данным принц был там трижды, тщательно скрывая каждый свой приезд. Правда вскрылась только в ходе расследования и показаний свидетелей. Бывшая экономка Кэти Александр рассказала, что принц чувствовал себя там, как у себя дома, будто это его собственный маленький мир. Он заходил на кухню, обращался к Кэти: «Что тут у нас вкусненького?». Еще одна забавная ситуация с принцем была, когда он прилетел на остров с молоденькой подругой. Она наступила на морского ежа во время купания, и принц помочился ей на ногу и, расхохотавшись, выдал: «Королевский член выполнил свой долг». Да уж. Принц, по словам Вирджинии Робертс, одной из жертв Эпштейна, был одним из ее насильников. Робертс говорила, что принцу давали все, что он хотел. И это все включало секс с множеством несовершеннолетних девочек, которых он мог менять по нескольку на день. Но, как обычно бывает, герцог Йоркский стоически отрицает все. А вот Daily Mail в 2020 году нашли подтверждение его присутствия на острове в одно время с Робертс. История достигла кульминации в 2021 году, когда Робертс подала на него в суд. А в 2022 году, бац, принц закрывает дело, выплачивая около 10 миллионов фунтов, не признавая при этом своей вины. Видимо, во столько девушка оценила тот ущерб, который ей нанесли на острове. С каждой же может случиться. Зато теперь поживет в свое удовольствие. И плевать, если подобное повторится с другой. Местные все видели. На острове Сент-Томас местные тоже все видели и частенько называли частные самолеты Эпштейна экспрессом Лолиты. Сотрудники аэропорта на острове становились невольными свидетелями, видели, как Эпштейн прилетает с новой партией детей и девушек. Слова авиадиспетчера из аэропорта Сирила Кинга, рассказанные в Vanity Fair, так дословно и звучат. «Я видел, как они садятся в частный самолет с детьми и женщинами. Я не понимаю, почему никто из них ничего не предпринимал». Другой работник аэропорта отмечает, что девочки были на вид такие молодые, в школьных толстовках, но все они с сумками от Gucci и Dior, кучей люксовых пакетов. Материалы дела также подтверждают тот факт, что на девочек не скупились. Их хорошенько обрабатывали еще до приезда на остров, задаривая дорогими подарками и тяжелым люксом. Заявление офиса генерального прокурора Виргинских островов тоже звучало очень однозначно. С 2001 по 2019 год Эпштейн перевозил несовершеннолетних для рабства на Литл Сент-Джеймс. Это больше, чем преступление, это невыразимое зло, с которым нужно было покончить. Метка 7. Управляющий острова. И тут я должен рассказать про ключевых свидетелей. Про Кэти Александр и ее мужа Майлза, управляющих острова. Нанятые Максвелл в 1999 году, они столкнулись с реальностью острова в полной мере. Свидетели рассказали, что юных гостей поощряли к обнаженным прогулкам и купанию голышом с весьма зрелыми мужчинами и женщинами. Кэти волновал возраст девушек, некоторые казались ей слишком молодыми. Ее беспокоило, знают ли их матери, где они находятся. Она чувствовала себя неуютно, видя, как дочь другой женщины оказывается в такой ситуации. Одна из девушек, Тила, особенно запала в память Кэти. Она чувствовала, что Тила не должна быть здесь в силу своего юного возраста, не должна употреблять алкоголь и хохотать на коленях мужчины, но вынуждена была отстраниться, не имея доказательств. Почему? Ее слова ничего не значили бы против сильных мира сего. Александры утверждают, что Максвелл, теперь заключенная за пособничество Эпштейну в преступлениях,
была королевой пчел на острове. Управляющие видели в спальне Эпштейна коробку с взрослыми игрушками, но отрицают свое участие в детских вечеринках для его гостей. Миссис Александр также дала показания, что принц Эндрю был одним из первых выдающихся гостей острова за время их работы там. Другие звезды. Остров Эпштейна стал центром вселенной для знаменитостей со специфическими наклонностями. Давайте расскажу про них. Во-первых, модель Наоми Кэмпбелл, прибывшая на 2 дня с чем-то, что Александры назвали гробом, огромным сундуком, полным одежды. Ну, звезда всегда звезда, правда? Затем еще список господ, от нобелевского лауреата Лоуренса Крауса до комика Криса Такера, актера Кевина Спейси и магната Victoria's Secret Леса Векснера. И самый странный сюрприз. Физик-теоретик Стивен Хокинг тоже побывал там. Представляете, он даже устроил экскурсию на подводной лодке вокруг острова. Об этом свидетельствовали бывшие управляющие. Эпштейн, кстати, в ярости отрицал утверждение об участии Хокинга в оргии на острове и даже предложил вознаграждение за опровержение этого. И, конечно, тут не обошлось без политиков. Билла Клинтона и Дональда Трампа, которые отрицают свое присутствие там. А вот Дэвид Копперфильд пошел еще дальше. По слухам, сделал предложение Клаудии Шифер именно на этом острове. Так хорошо этой парочке там было. Попытка сорвать дело. Когда началось расследование дела Эпштейна, вдруг все вокруг стали нервничать. И я почему-то не удивлен. В центре этой нервозности записи о посетителях острова. Так вот, представьте, адвокат Эпштейна Даррен Индайк вызывает управляющего островом на Сент-Томас, мистера Александра. И вот задание – привести все записи о приездах и уездах с маленького Сент-Джеймса. Почему это так важно? Ну, предположительно, в этих записях могли быть имена всех тех VIP-персон и девушек, которые составляли компанию Эпштейну. И вот мистер Александр передает эти журналы адвокату, и они исчезают. Никто их больше не видел. Получается, что защита сама грозилась приобщить списки к делу, но в какой-то момент решили уничтожить или спрятать эти записи. Правда? Странно. Билл Клинтон. Хорошо, а помните, я говорил про президента США Билла Клинтона? Что удалось выяснить во время следствия? Сначала Александры заявляют под присягой, что Клинтон никогда не был на острове во время их работы. Затем появляются другие противоречивые свидетельства, которые, наоборот, подтверждают факт присутствия 42-го президента. Стив Скалли, инженер по IT, в документальном фильме Netflix заявил, что видел Клинтона на острове с Эпштейном в 2001 году. А Даг Бент из Vanity Fair сообщил, что Клинтон был на острове в 2003 году. Тем временем Вирджиния Робертс Гиф, которая в свои 17 успела стать пленницей острова, в своих мемуарах описывает встречу с Клинтоном, видя его в компании 2 молодых девушек. По ее словам, Клинтон, кажется, был доволен своей компанией. Но Клинтон упорно отрицает, что когда-либо был там. Максвелл в юридических документах также называет утверждение Гиф выдумкой. Кто говорит правду, следствие так и не смогло выяснить, и Билла Клинтона даже не допрашивали как свидетеля. Странный храм. Но я бы хотел отдельно остановиться на странном храме, который казался самым жутким строением острова Эпштейна. Это здание с сине-белыми полосами, золотым куполом и статуями на крыше вызывает массу спекуляций и домыслов. Помещение, как утверждается, звукоизолировано и имеет запорную планку на двери, что только подливает масло в огонь слухов. Теории варьируются от подземного логова до алтаря древнего божества и мести ритуального насилия. Некоторые конспирологи утверждали, что там было масонское ложе, и там чуть ли не пили кровь младенцев. Но, несмотря на все эти мрачные представления, расследование Business Insider пришло к выводу, что это, скорее всего, был просто частный кабинет и музыкальная комната Эпштейна. Интересно, что по данным The LA Times, Эпштейн также был увлечен поисками пиратских сокровищ на острове. За старые бутылки из подрома и посуду он щедро вознаграждал своих слуг.
Бывало, что по острову специально прятали алкоголь и наркотики, а потом заставляли юных девочек их искать и употреблять. Про храм ни одна из жертв острова не смогла пояснить. Их никто туда не приглашал и не звал. Поэтому, что на самом деле происходило за дверями, доподлинно неизвестно. Может и правда, Эпштейн слушал музыку после изнасилования детей. Что с островом сейчас? В 1998 году Джеффри Эпштейн через подставную компанию купил Литл Сент-Джеймс за 6 миллионов фунтов стерлингов у венчурного капиталиста Арчи Камина. Эпштейн полностью перекроил ландшафт острова, вырубил местную растительность, заменил ее на 40-футовые пальмы и в 2007 году начал обширные строительные работы. Главный комплекс был расширен, и со спутников было видно, как по острову растут террасы, коттеджи, бассейны, домики у пляжа, причалы, хозяйственные здания, теннисный корт, закрытая лагуна и различные хижины. Эпштейн обычно передвигался по острову в шлепанцах, слушая медитативную музыку из динамиков, в то время как женщины загорали топлес, точнее, девочки. Но что сейчас с этой территорией после того, как все вскрылось? После смерти Эпштейна в 2019 году острова были наконец проданы в мае 2023 года Стивену Декоффу, основателю инвестиционной компании Black Diamond Capital Management. Сумма сделки составила около 47 миллионов фунтов стерлингов, что значительно меньше первоначальной оценки в 98 миллионов фунтов. Декофф, который утверждает, что никогда не встречался с Эпштейном и не посещал острова до их покупки, планирует превратить их в роскошный 25-комнатный курорт. Таким образом, острова, некогда окутанные тайной и скандалом, теперь готовятся к новой жизни под руководством нового владельца. Был курорт для избранных, а теперь станет для всех. Уверен, что найдутся желающие платить втридорога, лишь бы прикоснуться к частице той атмосферы, которая царила раньше на этих островах. Заключение. Что конкретно творилось на этом острове и кто там был завсегдатаем, мы уже не узнаем достоверно. Все свидетельства уничтожены, а сам Эпштейн покончил с жизнью в камере заключения. Почему? Думаю, ответ и так очевиден. Ведь элита не может рисковать. Но официально, конечно, самоубийство.